История обновления 3.1 в Wuthering Waves начинается с тревожного сигнала. Ровер начинает испытывать странные сбои. Его сознание словно лагает в реальности, будто что-то вмешивается в саму структуру его существования. Во время одной из лекций в Академии звучит упоминание об экзострайдере. Экзостраннике, созданном, по словам ученой, для защиты человечества. Именно тогда появляется загадочная цифровая девушка, которая ведет себя так, будто всегда была частью этого мира. Ее зовут Эмис, и очень быстро выявляется, что она не совсем жива. Когда Ровер начинает расследование исчезновения студентки, пропавшей 10 лет назад на тренировочных полигонах Академии, все постепенно складывается в тревожную картину. Вскоре становится ясно, что перед ним именно та самая пропавшая девушка. Только теперь она существует как цифровой призрак, застрявший между реальностью и данными. Эмис объясняет, что ее сознание выжило внутри сети после того, как она перегрузила свой боевой мех, пытаясь спасти других студентов. С тех пор она существует как своего рода ошибка системы. Сознание без тела, запертое в облаке данных. А та странная светящаяся капсула, которую держит ровер, оказывается ядром ее реактора, по сути ее сердцем. Но ситуация оказывается еще сложнее. Существует механическая сущность под названием Сигиум, поврежденный боевой механизм, который использует сущность ровера и личность, чтобы поддерживать собственные существования. И если его не остановить, он может полностью присвоить его идентичность. Так начинается необычное расследование, в котором союзником ровера становится человек, уже давно не принадлежащий миру живых. Легенда, скрытая за именем. Пока не ищут следы Сигиума, раскрывается неожиданный факт. Эмис — это не просто бывшая пилот меха. Она легендарная певица Fleet Snow Fluff, чьи песни стали культовыми среди студентов Академии. Ирония в том, что большинство фанатов даже не знают, что их кумир давно мертв. Когда Эмис слышит, как ее собственные старые демозаписи превратились в символ для нового поколения, в этот момент чувствуется трагедия. Она никогда не хотела быть героем или солдатом. Она просто хотела жить обычной жизнью, петь, смотреть на звезды и строить будущее. Но мир потребовал от нее чего-то большего. Ледяные пустоши. Следы Сигиума ведут ровера и Эмиса в ледяные земли, огромную ледяную пустошь за пределами Академии. Когда-то это место было пустым лесом, но климатическая катастрофа изменила планету до неузнаваемости. По пути они встречают доктора Люка Херсона, который рассказывает еще одну тревожную деталь истории человечества. В прошлом люди пытались покинуть планету и отправиться к звездам. Однако что-то остановило эти попытки. Существует гипотеза, что Страйдер Гейтс, врата странника, древние технологические врата, могут быть связаны с существами вроде Тринодиана. И, возможно, именно через них человечество впервые столкнулось с силами пустоты. Этот разговор добавляет новый слой загадки. Возможно, катастрофа, разрушившая мир, началась именно там. Чтобы обойти обрушившийся путь, роверы и Эмис попадают в руины древней космической станции, погребенной подо льдом. Внутри все выглядит как музей погибшей эпохи. Голографические гиды продолжают повторять рекламные экскурсии времен, когда человечество еще верило в освоение космоса. Но за этой иллюзией скрывается трагедия. Система станции была переведена в режим изоляции, когда внутри распространилась инфекция пустоты. Один из астронавтов по имени Климент добровольно остался внутри, чтобы остановить распространение заражения.
Годы одиночества и воздействие пустоты превратили его в монстра. Ровер вынужден сразиться с ним и положить конец его страданиям. После битвы они находят записи, подтверждающие, что Климент пожертвовал собой ради будущих поколений. Это один из самых тяжелых моментов истории. Герой, который спас мир, но был забыт. Тайна прошлого Ровера. В архиве станции обнаруживается еще более тревожная запись. На одном из старых видео видно, как много лет назад с неба падает человек. И этот человек Ровер. Хронология перестает иметь смысл. Ровер начинает понимать, что его собственное прошлое гораздо сложнее, чем он предполагал. Люк явно знает больше, чем говорит, но пока оставляет ответы при себе. Дом, которого больше нет. Путешествие приводит их к старому домику, где когда-то жила Эмис. Внутри сохранились ее детские рисунки, игрушки и старые игровые консоли. Тихое напоминание о жизни, которую она потеряла. Здесь раскрывается один самый важный сюжетный поворот. Когда-то, после гибели родителей, маленькую Эмис спас загадочный странник. Этот человек помог ей выжить и некоторое время заботился о ней. И этим человеком был Ровер. Получается, что их связь – это часть временной петли. Ровер из будущего спас девочку в прошлом, а она выросла и однажды пожертвовала собой ради мира, в котором он живет. Битва за Экзострайдера. Финальная битва происходит возле спящего боевого меха Экзострайника. Сигиум пытается соединиться с ядром Эмис и получить полный контроль над ней. Он утверждает, что хочет вернуться домой, и его слова отражают всю боль и отчаяние, накопившуюся внутри Эмис. Она понимает, что Сигиум — это буквально материализация ее собственной ярости и боли. Чтобы остановить его, Эмис синхронизируется с мехом и вступает в бой. Ровер сражается снаружи, защищая ее. Сигиум уничтожен, но победа оказывается не полной. Правда о прошлом. После битвы Эмис наконец раскрывает секрет, который скрывала все это время. Ровер был изгнан из своего родного мира. Никто не придет за ним. Сигиум возник из ее гнева, потому что она хотела любой ценой вернуть его домой. Даже если для этого пришлось бы разрушить весь мир. Но Ровер принимает эту правду спокойно. Его настоящая жизнь теперь здесь, среди друзей, которых он нашел. И именно этот момент освобождает Эмис от груза, который она несла много лет. Последний концерт. После возвращения в Академию, Эмис решает завершить еще одно незавершенное дело. Она устраивает концерт и исполняет песню, которую когда-то не успела закончить. Студенты в восторге, их легендарная певица стоит перед ними на сцене. Но для Эмис это не просто выступление, это прощание. Замкнутая временная петля. В конце она раскрывает последнюю правду. 10 лет назад мир спасла не молодая студентка. Это была будущая версия Эмис. Та самая цифровая сущность, которой она стала. Чтобы сохранить временную линию, она должна вернуться в прошлое через пустоту и стать тем самым героем. Если она этого не сделает, история разрушится. Она принимает этот выбор спокойно. Единственное, чего она хотела, снова увидеть Ровера и убедиться, что он больше не один. Когда Ровер понимает, что происходит, он пытается остановить ее, но момент уже упущен. Эмис исчезает, оставляя после себя только бумажный самолетик, талисман их встречи. Ровер остается один на берегу озера, но вместо отчаяния он делает выбор. Если Эми существует где-то во времени или в пустоте, значит ее можно найти. История заканчивается не трагедией, а решимостью. Ровер обещает пересечь Страйдер Гейтс, врата странника, разрушить правила мира и однажды вернуть ее домой.
Чтобы окончательно понять сюжет обновления 3.1, важно разобраться в событиях в хронологическом порядке. История кажется запутанной, потому что персонажи несколько раз перемещаются во времени. Но если посмотреть на происходящее со стороны, можно выстроить логическую последовательность. Удобнее всего представить две временные линии. Личное время Эмис и личное время Ровера. Даже когда они путешествуют во времени, их собственная жизнь продолжается двигаться только вперед. Поэтому наблюдатель, который не перемещается во времени, увидел бы события примерно так. История начинается после катастрофы, известной как Ламент, плач. В этот момент небо закрывается, и человечество теряет возможность свободно выходить в космос. Некоторые космические станции продолжают существовать, но эпоха космической экспансии фактически заканчивается. Спустя некоторое время происходит снова угроза. Существо Алеф-1 пытается вторгнуться в мир Солярис-3. В этот момент ровер пилотирует Экзострайдера, пытается остановить вторжение, но проигрывает. Ситуация выглядит безнадежной, пока неожиданно из Страйдер-Гейта, ртов странника, не появляется загадочная фигура. Это будущая версия Эмис. Она синхронизируется с мехом, запечатывает Алеф-1 и тем самым спасает ровера. После этого события ровер начинает путешествовать по миру, помогая людям и постепенно оказываясь в регионе Лахай-Рой. Временем в своей собственной временной линии Эмис переживает трагедию. В детстве она теряет родителей во время пустотного шторма и отправляется искать их в ледяных пустошах. Именно там ее спасает странник Ровер. Он не понимает, что перед ним та самая девочка, которая когда-то спасла его в будущем. После этого их пути расходятся. Ровер продолжает свое путешествие, а Эмис постепенно взрослеет. Со временем она поступает в Star Torch Academy, где начинает обучение пилотированию мехов. Во время одной из миссий происходит катастрофа. Эмис перегружает свой мех, пытаясь спасти других, и ее тело погибает. Однако ее сознание не исчезает полностью. Оно сохраняется в сети и продолжает существовать в цифровом формате. Именно поэтому и в начале истории она появляется как своеобразный призрак. Позже, исследуя врата странника Страйдер-Гейт, Эмис обнаруживает, что внутри портала время ведет себя нестабильно. Именно во время этих экспериментов она случайно создает сущность Сигиум, механическую форму ее собственной ярости и отчаяния. Изучая аномалии времени, она начинает понимать, что события истории уже сформировали замкнутую петлю. Благодаря нестабильности портала она может наблюдать разные моменты времени и постепенно осознает, что именно ей суждено однажды вернуться в прошлое и спасти ровера. Параллельно с этим происходит событие основной игры. В какой-то момент ровер теряет память и возвращается на Солярис-3. Позже он спасает Чису из временной петли в Ханами-Сити и пытается вернуться в Лахай-Рой. Но снова сталкивается с Алеф-1. И снова именно Эмис вмешивается и помогает ему выжить. После события патча 3.0 начинается история обновления 3.1. Ровер встречает Эмис в Академии, узнает ее историю и вместе с ней противостоит Сигиум. В финале они побеждают, и Эмис становится полноценным резонатором Экзострайдера. Они проводят вместе последний день, не подозревая, что временная линия уже приближается к точке, где цикл должен замкнуться. Ночью Ровер сталкивается с воспоминаниями Сигиума и узнает правду о том, как все произошло. В этот момент Эмис понимает главное: если она не вернется назад во времени,
События прошлого никогда не произойдут, а значит, временная линия разрушится. Она принимает решение отправиться через Страйдер Гейтс, врата странников, в прошлое. Ровер пытается последовать за ней, но из-за нестабильности портала его перемещение оказывается неполным. Он попадает лишь в тот момент, когда спасает маленькую Эмис в детстве, тем самым становлясь частью той самой временной петли. Эми же отправляется дальше в прошлое, чтобы завершить свою роль в истории. Именно она становится той самой фигурой, которая появляется из Страйдер Гейтс, врат странников, в самом начале временной линии, синхронизируется с Экзострайдером и запечатывает Алефа-1, спасая Ровера. Таким образом история замыкается. Ровер спасает Эмис в детстве. Эмис вырастет, жертвует собой и возвращается в прошлое. И снова спасает Ровера. Эти события не изменяют временную линию, они всегда были ее частью. И именно поэтому исчезновение Эмис в конце истории не является настоящим концом. Она не исчезла навсегда. Она просто возвращается в начало этой временной петли, чтобы снова стать героем, который однажды спасет мир.